Привет! На самом деле отдельный ролик о данном девайсе я делать не собирался, но подумав решил, а почему бы и нет. Опыт эксплуатации выйдет еще не скоро, а вопросы по клавиатуре уже поступают, так что возможно кому-то это все же будет интересно, тем более что девайс оказался вполне себе годным. Итак, оригинальная клавиатура для Xiaomi Pad 5 и 5 Pro стоит порядка плюс-минус $80 и, к сожалению, не имеет русского алфавита на кнопках. Скорее всего, это можно решить гравировкой за дополнительную 1000 рублей, как это я делал с ноутбуком, но это мало того, что дополнительные затраты, так еще и не везде делают. Ну а вот эта клавиатура, можно сказать, ноунейм, продается много у каких продавцов на Алиэкспрессе в различных вариантах исполнения. Я же в свою очередь купил себе вариацию с гравированной кириллицей на клавишах и цветной подсветкой. Помимо всего прочего, в клавиатуру встроен небольшой тачпад, что в целом отметает необходимость подключать к планшету еще и беспроводную мышку. Понятное дело, что тачпад здесь в роли некой дополнительной опции. Он не поддерживает жестов, как в современных ноутбуках, но приятно осознавать, что есть и такой. Кнопки на нем нажимаются в меру мягко и без характерных щелчков. Сами клавиши в клавиатуре хоть и имеют визуальный эффект островного типа, но по факту они находятся как бы над корпусом. У них имеется небольшой люфт и издают они отзвуки во время набора текста. По эргономическим особенностям самого устройства здесь есть ряд удобных решений. Как планшет, так и сама клавиатура крепится к защитному чехлу на магнитах. То есть при желании клавиатуру можно с легкостью отсоединить от самого чехла. К примеру, печатая за столом, сам чехол использовать в качестве подставки для планшета и поставить его повыше, при этом спокойно набирать текст на отдельной клавиатуре. На правом боковом торце устройства имеется рычаг включения и выключения, рядом с которым расположен разъем для зарядки, к сожалению, формата microUSB. В этой же области, только уже на поверхности клавиатуры, расположены индикаторы состояния. Емкость встроенного аккумулятора устройства составляет 200 мАч, чего по заявлению производителя должно хватить на 70 часов непрерывной работы, скорее всего с отключенной подсветкой, и на 100 дней в режиме ожидания. Для первичного подключения необходимо зайти в Bluetooth настройки и на самой клавиатуре нажать FN плюс C, после чего выбрать в доступных устройствах Bluetooth Keyboard. Интерфейс сопряжения здесь версии 3.0, что конечно же является старым протоколом, но с другой стороны нам же не музыку слушать. Также для нормальной работы с клавиатурой в настройках самого планшета необходимо отключить опцию вывода экранной при подключении физической. Это делается в разделе «Язык» и ввод, там же можно выбрать необходимые языки. В моем случае это английский и русский. Само же переключение между раскладками происходит посредством нажатия двух клавиш, это Ctrl плюс пробел. Немного непривычно, в отличие от классической клавиатуры, но со временем, думаю, будет проще. Помимо всего прочего, как и во многих компактных ноутбуках, некоторые функции зашиты здесь на комбинации кнопок FN плюс F. Стандартные хоткеи, для кого это важно, тут работают в обычном режиме. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, все это работает. С правой стороны от клавиши пробела находятся две кнопки, отвечающие за подсветку. Первая с лампочкой позволяет переключаться между режимами свечения, которых тут всего 3. Подсветку можно просто выключить, включить определенный цвет, либо активировать свечение цветов по кругу. Регулировать яркость подсветки, увы, нельзя. Вторая кнопка с надписью RGB в свою очередь позволяет менять цвета. В моей модификации их 5 на выбор. Тачпад, расположенный в нижней части клавиатуры, при необходимости можно отключить специальной кнопкой, расположенной с левой стороны от пробела, зажав ее и клавишу FN. Если говорить в целом, то за свои 35 баксов клавиатура в принципе годная, печатать на ней удобно даже в темноте. Меня она вполне устраивает. Единственный спорный момент — это габариты и вес. В сложенном состоянии чехол, планшет и клавиатура образуют приличный такой бутербродик толщиной в 19 мм, а весит все это дело в сборе аж целый килограмм. Отдельно клавиатура с чехлом выходит на 450 грамм. С оригинальным Xiaomi-шным, очевидно, устройство будет потоньше и полегче, но, как я и сказал, основным недостатком для меня является цена и отсутствие русских букв. Да и в наличии встроенной подсветки в оригинале, если честно, я не уверен. Информации об этом я нигде не нашел. А лично для меня этот момент также немаловажен, потому как зачастую какие-то идеи и мысли для роликов приходят именно вечерами, а то и вовсе ночами. Поэтому печатаю иногда я в полной темноте. В любом случае, к своему планшету я заказал еще и обычный чехол за 500 рублей, потому как не всегда и не во всех сценариях мне нужна эта клавиатура, а постоянно таскать этот сетап с собой все-таки тяжеловато. Ну что же, вроде бы все, что хотел, я рассказал. Если остались вопросы, то задавай их в комментариях. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся.
Пока-пока.